Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Фортуа. Я сегодня хочу разобрать одну интересную сборку, которую я, вот знаете, нашел, наверное, ну, максимальное и применение. Это полуороки. Ну и, соответственно, с богами и через эгиду, ну, все как по фэншую, грубо говоря. Играем через эгиду троечку, через богов, потому что максимальный импакт по скорости от юзания спылов и все такое. Расскажу сразу плюсы и минусы этой сборки, но буду все как бы по ходу дела рассказывать. Это также самый мой реплей. Поэтому я могу его комментировать, сделать такой небольшой разбор полетов, сказать плюсы и минусы, но, в принципе, грубо говоря, как обычно. То есть, и постараюсь передать максимальные эмоции, которые я испытал в этой игре. Записывал я его сегодня, но я бы еще хотел живые комментарии вам записать, но, к сожалению, у меня сегодня не было особо времени. Ну, все знают проблему с электричеством, о котором я писал в Телеграме, в видосах уже не раз говорил, поэтому времени отснять какой-то ролик у меня просто не было. И... Боги плюс полуорки, я считаю, довольно-таки интересная сборка, необычная и, наверное, знаете, максимальная реализация вот именно этой сборочки под богами плюс полуорками. Если у кого-то есть идеи насчет этой сборки, то напишите ее в комментарии. И также, ребят, я уже в предыдущем ролике спрашивал, ну и хочу услышать еще фидбэка побольше. Вот как вам мое комментирование моих реплеев? Чтобы добавить, какие есть нюансы и тому подобное. Мне написали по поводу того, что нужно структурировать свою информацию, которую я преподношу, и поэтому я буду этим заниматься. И как бы спасибо за этот отзыв. Он ни в коем случае восвоясь никуда не улетит. Так что вот. Изначально я вот когда играл, я особо не думал, что я буду играть на полуорках. Я по ходу игры объясню, почему я перестроился в полуорках, объясню минусы и плюсы. Сразу давайте вот начну с минусов. Если против вас... А давайте не так, не с минусов. Сразу с плюса, ребят. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий под видосом, потому что мне они очень важны. Ролик туда продвигается в рекомендации, в тренды, и аудитории становится намного больше. Вот я совершенно недавно достиг вот партнерки 1000 подписчиков, а нас уже почти 1060 человек. Мы растем все вместе. Плюс у нас есть телеграм-канал, точнее, ну, я создал его давно. Нас там уже почти 190 человек и в чате 70, поэтому... Присоединяйтесь к нам, не стесняйтесь, там я пишу свой личный блог, информацию по игре, по стримам, по роликам в целом. То есть никакого флуда и лишней информации там нет от слова совсем. Как обычно, я стараюсь играть, знаете, на лустрике, но в правильном лустрике. То есть, чтобы поменьше, грубо говоря, получать по лицу. Изначально я не думал, что я буду играть вообще через полуорков и богов. Я думал там, знаете, поиграть вот на чем-то таком необычном, либо же сделать воинов каких-то прикольных, либо же через синергию убийц. То есть что-то интересное хотелось бы записать. Но игра решила за меня, грубо говоря, и поэтому я сделал богов плюс полуорков. Я считаю, это тоже классная сборочка, максимально необычная. Тут я покупаю гоблина со старта, потому что он дает за убийство фигуры одну монетку. То есть, неважно, добьет он это сюрикеном, либо же добьет с руки. Вы получите одну монетку. Тут, как видите, я продал весь свой стол и выставил баф гоблинов, при этом потерял минимум, но зато я сделал себе инкам 10 монет. То есть я стараюсь сделать себе инкам так, чтобы максимально выйти быстро в 50 монет, но с минимальными потерями, допустим, по хп. Если же у меня винстрик, то, соответственно, с максимальной эффективностью, чтобы у меня был довольно-таки сильный стол, у меня были ранние 50 монет, я, помешан на 50 монет, сразу скажу, потому что, я считаю, лучше выйти в 50 монет как можно раньше, как можно быстрее, потому что от этого ты сможешь брать уровень, повысить шанс на фиолетовые фигуры и, в принципе, набрать темп. И, соответственно, поменьше получать, даже если ты будешь проигрывать. То есть, это моя логика. Но на самом деле, если вы играете через лустрик, то вам нужно максимально грамотный лустрик в плане того, что вы должны минимум получать, допустим, по 1, по 2 хп, но при этом еще и по монеткам не проседать. Тут мне идеально выпало, мне здесь выпал резак. К сожалению, мой гоблин ничего не смог сделать, он никого не убил, я за это монетку не получил. Если у вас со старта приходит гоблин на мобах, обязательно берите. 2 берите, ставьте, потому что один раз за игру вы можете получить по одной монетке за каждого гоблина, который к вам придет. И, соответственно, когда он у вас будет 2-го уровня, вы получите 3 монетки. Соответственно, 2 гоблина, 3, каждый даст по 3 монетки. Один раз за игру, ребят, один раз. Поэтому это можно юзать. На самом деле не знаю, как это работает с цветами. То есть, допустим, если ты ставишь 2 цветки, у вас, допустим, 2 гоблина 2-го уровня, появляется 3-й гоблин. Даст ли он еще 3 монетки? Но мне кажется, нет, потому что это было бы слишком сильно. Давайте перейдем вот к минусам сборки богов плюс полуорков.
Минусы таковы. Если играют против вас гритеры, то сборка будет работать 50 на 50. Я бы даже сказал, очень слабая была бы сборочка. Поэтому я не рекомендую ее собирать, когда против вас есть гритеры. Но тоже, если у вас огромный темп, берите, не стесняйтесь. Я в своей сборке, вот я играл на полуорков много раз, и скажу так. Мне очень понравилась сборка богов плюс полуорков через рыцарей. То есть у вас будет 4 рыцаря, для этого вам нужен Омник, вам нужен Абадон и рыцарь пятерка гоблин, который. Объясню, почему именно он, а не какие-то другие. Во-первых, Омник бьет чистым уроном плюс хилит. Раз, против воинов отлично. Абадон, который навешивает щит, тоже и бьет массово. И бабка. Она просто как дебафер лютый, понимаете? Она без КД будет постоянно кидать замедление на ваших противников. И они просто бить не смогут. От слова совсем. По предметам, идеально вначале, чтобы вам упал Дискорд. Это предмет первого тира, который дает 25% понижения сопротивления. Ну, в принципе, тут понятно, как бы. Ну, думаю, нечего больше объяснять. Ну, Омник, если упал со старта, то вообще вот так вот, плюс. Тут я со старта делал себе сборку какую? Я сделал упор на механизмов. Все-таки за механизм можно получить халявный ролл. В Гоблина я не поверил, раз он со старта уже не пришел даже в двойку, то, соответственно, ну, я вышел в инкам, как видите, 20 монет. Я постоянно мониторю, что здесь происходит, как происходит, то, что собирает, чтобы просто не, скажем так, не сходить под себя. Вот если я бы сходил, ну, если бы я увидел, что люди собирают что-то такое сильное против меня, я бы, ну, 10 раз подумал. И еще боги-полуорки, они работают 50 на 50 против магов. Если там маги дракона собираются, то будет тяжело. Вам нужно по-любому будет БКБ, вам нужно по-любому будет это шар бездны. То есть все, что нужно защититься от магии вам будет. В принципе, здесь я покажу почему, увидите сами, но и увидите сами плюсы этой сборки. Плюсы этой сборки. Каждый ваш милишный герой, да, если у вас вообще есть хан в билде, вот бог пятерка, то это идеально на самом деле. Идеально это тем, что он огромный. У него есть свой контроль, он с минимальным был БКД, и он как танк хорошо выступает. Вообще шикарный герой. И в богах он как бы, ну, синергирует. Тут у меня Омник упал, я тут еще подумываю такой, И вот, видите, я эгиду поменял, поставил двух Омников. Как-никак, они хилят, чистым уроном бьют еще, поэтому я их поставил. И я вообще в целом думал, что я поиграю здесь на цветах, даже без цвета пятерки, хотя на самом деле без цвета пятерки очень слабая сборка цвета. Но я могу ошибаться, потому что я не эксперт игры на цветах. Возможно, это очень сильно. Возможно. Ну, не знаю. Мне 50 на 50. Ну, короче, вот такой вот у меня старт. Как видите, у меня 84 хп, 25 монет на 9 раунде. Шикарно. Плюс 6 фигур. Я получаю минимум по лицу, но зато имею максимальные выгоды для себя. Тут против меня кунг-фу, но, ну, как видите, кунг-фу довольно-таки сильные все равно. Омник, конечно, ну, очень классно помогает. Вот серьезно, Омник это тот персонаж, которого я выбрал, наверное, даже просто так. Вот когда особенно играете против на механизмах, то Омник незаменимая вещь. Он плюс резачок, это вообще шикарно. Кстати, боги плюс полуорки можно максимально чистый урон носить. То есть берете жреца троечку, который нежить, берете резака, берете Омника. Можно вот это все в кучу накидать. Но почему я именно беру рыцарей, да? Когда у вас баф 4 рыцарь, вы хотя бы на 3 секунды можете себя задефать. То есть у вас появляется со старта щит, который нависит на вас 3 секунды, и он сведет весь физический магический урон на 50%. То есть срежет. Деф, да, сильно, ну такое. Рыцари, конечно, в этом патче... Вот не хочется сказать дерьмо, но дерьмо. Я думаю, все прекрасно это понимают. На мобах по-любому вот у меня механизмы стоят, у меня 28 монет, хотя на самом деле можно было бы и намного больше сделать. Вот серьезно. Можно было бы настолько больше сделать, что прям, ну, круто. Вот. Какие в идеале вот шмотки, чтобы у вас упали со старта? Дискорд для эгиды, мана, ну вот блинк, да, блинк плюс мана 40 монет, вообще шикарно. И на втором тире тут есть несколько предметов, которые бы на самом деле хорошо смотрелись. Во-первых, это персик, то есть шарик такой фиолетовый, это раз. Во-вторых, очень классный предмет острый наруч. И в-третьих, это вот предмет барабан войны, который это ману восстанавливает. Очень хороший предмет. Видите, это даже в замешательстве небольшом, и мне бы хотелось и тот предмет взять. Но
так как полуорки довольно-таки плохо ману регенят, то лучше все-таки барабан вот этот, ну, арканцы. Они называются арканцы вообще в простонародье. И Дискорд, кстати, упал. Вот. Не со старта, конечно, он упал, а со временем, но все равно даже, ну, неплохо упал. Спасибо, что пришел, хотя бы так. Вот, спасибо, хотя бы так. Вот. Поэтому я делаю упор на ману. Все-таки чем быстрее они будут кастовать свои способности, тем максимально я смогу себя реализовать. Плюс под богами под богами у них там минимальная КД. Вот минимальная. По поводу шмотки третьего тира. В идеале это шмотка, которая вот этот вот посох со стаками на магический урон. Это в идеале. Но также там есть и другие предметы, не помню какие там, шар бездны, то есть если против магов это второй предмет. Третий предмет это благодать Драси. Вот благодать Драси это вообще шикарный предмет, я считаю, он очень много импакта дает. На свой тир он реально импактовый, очень импактовый. Особенно когда вы его в Омника закинете, он просто будет отхиливать, ну сколько, на 5-ю часть больше, то есть на 1000 хп будет хилить. Вот такой предмет. Рекомендую. И, в принципе, что еще стоит знать? Тут у меня не будет такой, знаете, если что, билда боги-рыцари, тут, ну, боги-полуорки-рыцари. Тут будет немножко другой билд. Он у меня собрался ради эксперимента, и я сразу скажу его плюсы и минусы. Тут меня, скорее всего, вынесли. Ну, тут гоблин тройка, конечно. Но вот, когда гоблин в двойку приходит, он реально много дает по деньгам. Очень много. Тут, видите, у меня 41 монетка. На 12 раунде у меня уже 50 монет. Шик? Да. Постоянно мониторю, что происходит. Как видите, я тут просматриваю, вижу, что здесь маги собираются, тут вроде бы как цветы, но не цветы собираются. Тут инчу я заранее не покупал, потому что я не рассчитывал играть через полуорков. Хотел сказать, ну ладно, короче, вы поняли. Вот. Ну, в принципе, как таковые мелочи рассказал, и давайте сейчас будем смотреть вот эту вот игру. Поставил я сейчас Тинкера так, потому что я думал, что арканцы могут все-таки задеть со старта. То есть, видите, тут оно не задело, но в целом был такой небольшой шанс, что мог задеть и ману восстановить. Небольшой шанс. Маленький. Но все равно был. Тут Омник, не успел Омник подхилиться. Я думал, не успеет подхилиться. Тинкер, конечно, в двоечку со старта очень много дает. Вот халявный ролл еще сейчас получу. Тут я вышел в инкам, продал инчую и второго. Вот тут я думал, что я могу людей выставить, знаете, чтобы книжки еще лутать. Вот я скупился, как бы, да, но я их продам, потому что, ну, мне некак выставить свой билд, чтобы я еще и книжки накидывал сверху. У меня и так довольно-таки не супер сильный билд. Вот реально не супер сильный. Я тут такой, оп, и всех распродаю. Ну, вот сейчас Пунку и Двелины я сейчас просто возьму и продам, потому что, ну, ни к селу, ни к городу. Вот вообще ни к селу, ни к городу. Эта катка будет, я сразу говорю, непростая. Тут мне во многом повезло, что мне хорошо фигурки пришли. На самом деле, если бы не Омник, намного раньше пришел бы в двойку. И Гида намного раньше бы в двойку пришла. И Резак намного раньше в двойку пришла. Игра бы совершенно другими красками заиграла. Тут у чувака Тинкер с персиком. Я еще такой думаю, блин, как так происходит, что он намного быстрее кастует свои способности. А у него персик, посмотрите, оп. Фиолетовый такой шарик. О, пришел лон-друид, и я без угрызения совести хочу его взять. Сейчас вот продам Лину, и вот поставлю его еще. И видите, кстати, обратите внимание, какую я делаю расстановку. На 15-м раунде очень сильно влияет расстановка. Очень сильно. Но тут, к сожалению, не перепрыгнут сейчас всех персонажей. Ну, короче, сейчас вы увидите. Но зачастую бывает так, что если делаешь такую расстановку, на первом ряду ставишь дальнего боя персонажа, а на втором ряду ближнего боя, то они не перепрыгивают, как сейчас. И вы начинаете толпой гасить их. Как бы все. А так как у меня больше массового урона, то тут очень сильно влияет расстановка на 15 раунде. Сейчас вот я не помню, какие там мне предметы выпадут. Но вот смотрите, у меня 15 раунд, 50 монет, 7 уровень и 78 хп. Это идеальный инкам, я считаю. Особенно экономия по хп. По поводу, кого я беру в свой билд, да, вот волшебника. Обязательно это бог и обязательно демон, который ману высасывает. Обязательно, ребят. Ни в коем случае какие-либо другие мы не берем. Бог, который высасывает ману, он очень полезный.
Вот прям очень. Тут я, кстати, возьму сейчас предмет Зимнее объятие. Но тут я, кстати, до сих пор еще не знаю, что я буду играть на полуорках. Вот, думаю, это и так понятно. И почему я беру именно предмет Зимнее объятие? Если бы мне упал еще сейчас взгляд Азеса, предмет третьего тира, вот если бы он сразу упал, я бы вообще тут просто писался от счастья. Потому что этот предмет, он овер сильный. А еще Зимнее объятие накинуть. Ну, короче, вы в дальнейшем увидите, насколько он импакта вносит. Особенно, когда против вас есть люди, которые бьют с руки. Вот вы увидите этот момент. Тут я уже, знаете, уже более такой понимаю, что все-таки, ну пора уже богов полуорков собирать. И сразу скажу, тут, когда ролиться вот нужно? А ролиться нужно тогда, когда, боже, посмотрите, что творится. Но омники очень много дают импакта, очень много. И тинкер в двойку, просто нереально много закидывают импакта. И просто посмотрите, омник, 2800 урона набил. 2800 урона. Я еще винстрик сбил чуваку, это ж вообще, ну, песня. И, кстати, под богами-полуорками очень сильный персонаж, это бог, вот этот, Марс, очень сильный, потому что он все время откидывает своим щитом, а полуоркам только, да, вперед, чтобы они покатили на тебя. Это очень сильно, вот реально очень сильно. Тут я не вижу особого импакта от эгиды, и поэтому я их меняю местами, и лучше делаю так, чтобы у меня максимально кастил омник и тинкер. Все. Меньше КД, меньше проблем, соответственно, больше урона. А гида, она не наносила столько урона. Вот когда она в двойку будет, это уже другой разговор будет. Тут против меня убийцы, кстати, тут будет, ну, показательно, так сказать, против убийц, как это работает. Все-таки контроль полуорков на 2 секунды, он, ну, влияет очень сильно, я бы сказал бы. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какая баталия. Просто Тинкер один против Морфа и 4 полуорка. Покеда. Но у чувака был очень сильный стол. Ну, просто омники влияют. Тут я яйцо беру и юзаю Эгида, потому что, ну, извините, Эгида очень сильный персонаж. Очень сильный. Я его просто беру, меняю на бога. И, по-моему, даже не так. Или поменяю. Не помню, я поменяю или нет. По-моему, должен поменять. На омника, наверное, одного, да. Но на самом деле не всегда так нужно делать. Так нужно делать только тогда, когда у вас в эгиде есть... Ну, эгида у вас двоечка, есть хорошие предметы. В данном случае у меня неплохие предметы. Они реально неплохие. Ну, посмотрите, двойка эгиды. Бэм! Просто 1200. Но все из-за того, что там расстановка у чувака намного поярче будет. Но Зимнее объятие, конечно, предмет очень сильный. Он много скорости атаки срезает, много. Тут, видите, у паренька намного сильнее стол. Я даже не помню, что у него. У него, по-моему, звери-друиды или звери-суммонеры, вот что-то такое. Давайте сейчас посмотрим. Ну, тут просто минус 15 по лицу. Спасибо. Спасибо, что живой. Опа, лон-друид пришел. И тут я, наверное, хочу подролиться. Да, я сейчас хочу улучшить свой стол, усилить его намного больше. Вот у меня Омник в двойку пришел. Фурион пришел. Я сейчас буду улучшать. Вот, смотрю, еще думаю, улучшать или не улучшать. Но по итогу беру и улучшаю. Вот сейчас куплю Фуриона и лон-друида апну. Я просто не думал, что я вообще буду через него играть. Вообще не думал. Но лон-друид на самом деле очень сильный персонаж. Особенно вот под богами-полуорками, когда он может 2 или 3 раза Мишку призвать. Потому что когда вы соберете демона, который будет давать вам ману, у противника высасывает, вам откатывают, то он нереально сильный. То есть он может присубонить 2-3 медведей, если ему ману накинут. Так, и тут я... На самом деле тут надо было Абадона продать. Продал бы Абадона, было бы 50 монет и было вообще все четко. Тут мне еще мех-гоблин пришел. Это вообще минер. На 19 раунде пришел минер. Это, ну, уму непостижимо. Мне такое счастье почти, ну, очень редко приваливало. Вот прям очень редко. Тут я ставлю вместо резака. Но на самом деле надо ставить вместо клокверка. Клокверк хоть и двоечка, но извините меня, от него импакта, ну... Короче, я не его фаворит. И он мне не нравится из-за этого. Поэтому я выбираю лучше все-таки, чтобы минера поставить. Все-таки минер тоже мех-гоблин. Почему нет? И когда резак в двойку апнется, или даже не когда он в двойку апнется, а вот просто в скором времени я возьму, заменю его. То есть я, по-моему, даже сейчас после этого матча возьму Клокверка и просто его скипну. Клокверк реально не такой сильный. А резак он дает чистый урон, у него там отхил. Ну, у него там все добротно. Ну, так, знаете, все при себе. Все как надо.
Омника по-любому покупаю. И видите, я здесь усиливаю свой стол. Я тут еще подумал о том, что, блин, ну можно, в принципе, мехов гоблинов собрать, почему нет? Это довольно-таки сильно было бы. Вот можно было бы собрать мехов плюс гоблинов. Особенно, когда минер ранее пришел. Но я тут, знаете, подумал о том, что... Да зачем оно мне надо? Тут я вижу, против меня играет 3 мага. И тут я думал, брать мне шарбезный или не брать. И, скорее всего, если я правильно помню, то я возьму его. Но я тут, видите, еще в замешательстве. Но мне нужен взять Зесса был очень сильно. Но не упал взять Зесса. Упал, как бы, ну, мать насекомое, которое вообще не нужно. И я не помню, в какой момент ко мне дойдет, что надо Клокверка скипнуть, он слабый. И поставить вместо него... вот этот момент мне дошло. Закидываю все ему на ману, потому что надо, чтобы как можно быстрее свою поставил мину. Чуваки там полностью на уровне, видите, люди. Люди-маги. Ну, просто смотрим. Не, ну Эгида, конечно, шикарный персонаж. Мне очень нравится Эгида. Она что в лейте отличный персонаж, что не в лейте отличный персонаж. Вот серьезно. Она зависит еще от вражеского хп очень сильно. То есть, если у вражины больше хп, тем больше она дамажит. И, соответственно, наоборот, чем у нее больше хп, тем больше она дамажит. Тут я понимаю, что я не буду, скорее всего, играть через рыцарей и начинаю скипать персонажей. Сейчас вот гоблина вот этого скипнул, алхимика, и Клокверка надо продать в идеале. Продал бы раньше, я бы мог даже в 9-ю уже выйти и чувствовать себя довольно-таки хорошо. И, скорее всего, я вот скоро до меня дойдет, что пора скипать. Вот скоро. Тут неплохой стол у противников моих. Тут один чувак вообще, я так понимаю, на суммонных зверях хочет сыграть. Вот видите, продаю такой, думаю, это продать пора. Кто это против меня? Так, это цветки плюс что-то там еще. И есть один у меня огромный совет. Вот просто, блин, ну посмотрите, как шикарно. Омник 2400, она 2900, еще и гоблин мех закинул. Шикарно. И тут я вижу, что у меня 66 монет, я такой уровень. Надо 9. Вот срочно нужен 9. Кровь из носа нужен 9. Мой совет, ребят. Когда вы играете через халявный ролл, то есть 3 механизма, не сидите до талого. Когда вы чувствуете свой пик силы, там 8 либо 9 уровень, и понимаете, что вы можете перестроиться в более сильный билд, делайте это. Если вы просто слишком засидитесь в этих халявных роллах, вас переиграют. У вас будет слабый стол, вы не сможете взять на темпе. Ну, просто откисните. И все. Вот просто откисните и все. И как бы делать нечего. Мужик, помню уставшее лицо, даже смотреть на себя не хочется. Кто не в курсе, я снимаю по графику, ребят. Поэтому, если видите мою мимику такую, знаете, не бодрячком, как в предыдущем видео мне подписали в комментарии, то уж извините. Не всегда я смогу досыпать по нормальному времени. Я еще пауэрбанк найти не могу, так это вообще жесть. У меня сейчас работа очень сильно подвязана на электричестве, а пауэрбанка просто не могу найти. Ну вот просто смотрите, у меня котел 4200 нанес. Кстати, ну я вначале говорил по поводу магов-драконов. Маги-драконы очень сильно могут полуорков нагнуть. Особенно если там очень сильный чувак на магах играет. Тут я решаю, что выйду лучше из инкама и возьму 9 уровень. И если я правильно помню, то я сейчас хочу фуллу богов поставить. Вот тут я уже понимаю, что надо пик силы свой брать. И даже не так. Сейчас думаю, скипну, возьму лондруида. И тут я решил через лондруида троечку сыграть. Он, в принципе, хороший перс. Смотрите, я не скипаю их сейчас. Я после 25-го раунда буду всех своих мехов продавать. Они, бесполезны уже будут. Я просто, если не продам их раньше, меня вынесут быстрее намного. Так, тут против меня кто? Так, это просто маг, непонятно с чем. Маг с мехами. Ну просто посмотрите. Мне показалось только что на мгновение, что я присумонил 2 медведей. Но не сейчас. Увидите чуть-чуть дальше, когда вот у меня лондруид призовет 2 мишек. Ну и в целом реализацию полуоров. Там уже чувак на 11 уровне, ребят. 25 раунд, 11 уровень у человека. Вот, видите? 11 уровень. Но у него 14 хп и нет инкама от слова совсем. Это слабо.
По поводу шмоток на богов полуорков. Тут, кстати, чувак написал «бывает» в чат, и я не понял, кому он это написал. Я решил такой, так, подожди. Кому написал? Что написал? Непонятно. В общем, по поводу шмоток. Магический урон, взгляд Азеса, обязательный предмет в любой почти билд, он нужен. Особенно, когда у вас эгида, она бьет массовым уроном с минимальным КД, и там дебаф просто не успевает спадать. И сразу по поводу минуса играть через эгиду, скажу. Смотрите, если вы играете через эгиду, у нее есть огромный минус. Если персонаж умирает раньше, чем закастует на свою способность, она закастует в молоко и никому урон не нанесется. Это первый момент. Вот видите, взгляд Азеса упал. Боже, это очень классный предмет. Этот предмет, он как бы и дисбалансный, и балансный одновременно. Его реализовать довольно-таки, ну, тяжеловато. Тут я уже мехов распродал и решил, что пора поставить все-таки фулл богов. И поставил сейчас немножечко полуорков. Тут, опа, я вижу, смотрю такой, не понял. И тут я думаю, блин, продать резака, не продать резака. Просто думаю, вот думаю и все, вот что сделать. И все-таки решил его продать. Сейчас пройдет мгновение буквально, я его продам. Кстати, по поводу блинка. Вот, да, я сейчас буду предмет 4 тира искать. Эти предметы все три, они мне не нужны, хотя доспех экзорцизма иногда нужен. Потому что вот мне какой-то БФ бесполезно упал, но я рассчитывал, что мне упадет либо БКБ, либо же алое сердце. Оба предмета хороши. Но по поводу доспеха экзорцизма, ребят, не всегда его скипайте. В данном случае его скипнул, потому что, ну, я подумал, что, ну, все-таки рандом, может, мне поможет. Хоть сегодня, хоть в этот раз. И полуорки, они очень сильно ломают позиционку противника. Вот, кстати, видели только что момент? Эгида закастовала и просто в молоко. Я спрашивал у разрабов, это так и должно быть? И да, это действительно так и должно быть. Не баг, а фича. Не баг, а фича. И вот смотрите, 2 мишек призвал. Спасибо вот этому демону, который ману высасывает. Я бы на самом деле даже его в троечку собрал. И просто мне на вкусняшку приходит тайт. Вы сейчас просто посмотрите, насколько много у меня будет контроля. Тут я на самом деле по-тупому делаю. Вот у меня лондурит как бы пришел, спасибо огромное, но он в троечку, сейчас шикарно. И вот я сейчас буду продавать их. И есть один момент. У меня есть инча первого уровня на 27 раунде. Чисто ради бафа стоит. Но ее бы в тройку хотя бы собрать. И я здесь не играю через рыцарей, а играю через тайда еще, потому что это очень-очень много контроля. Вы все сами увидите, даже тайд в единичку он 2 раза сможет закастовать. И просто посмотрите, какие там магии. Обалдеть. Там еще жрец есть. Но жрец вообще не проблема. Бам! Просто с кайфом. Сколько контроля, боже. Там, чтобы вы понимали, фишка полуорков. Каждое передвижение милишного героя сопровождается со станом. Вот посмотрите, сейчас вот застанили. 2 секунды, ребят. А вот Марс, который откидывает от себя, он все время станет. И, чтобы вы понимали, каждый стан друг друга перебивает. То есть, один застанил на 2 секунды, пробежится через секунду, еще один застанет, то еще 2 секунды. И в это время может еще раз Марс ударить, и ваши персонажи еще раз побегут к нему. Это очень прикольно выглядит. У Рубика, кстати, вот этого Грангеральда, волшебник бог, есть небольшой баг. Он иногда бегает, а иногда не бегает. И тут, кстати, я сделал ошибку, ребят, не делайте эту ошибку. Так, тут маги. Не делайте эту ошибку, не скипайте медальон. Вот против меня играет сейчас челик, он на богах-жрецах. Он мог просто взять всех моих персонажей под контроль. Абсолютно всех. И тогда бы у меня были веселые моменты в игре. Ну как абсолютно всех? Ну 4 либо 5 как минимум мог взять. Вот, кстати, против меня маги. Видите? Против магов тяжеловато дефается. Очень тяжеловато. Тут меня даже вынесли. Абсурдный рандом. Вынесли. И тут я предпринимаю решение, что мне чуть-чуть остается до 10-го. Выставлю-ка я Тайда. Все-таки Тайд может закастить 1-2 раза под богами. Плюс есть четверочка полуорк, ну фиолетовый, который может просто взять и тоже стянуть всех. То есть Тайд застанил, этот стянул всех, и вообще красота. Ну сейчас, короче, посмотрите. И
По поводу полуорков немного хочу сказать. Ребят, очень сильно влияет у них расстановка. Кстати, против меня 9 магов. Мне очень срочно нужно БКБ. Очень срочно. Если БКБ не будет, меня будет, ну, печально. Очень печально. Ну, короче. Почему влияет так расстановка? Если вы сделаете правильную расстановку милишных фигур, они будут бежать и станить по очереди, то есть продолжая контроль свой. И за это время, пока контроль висит, они могут нормально так накастить, точнее, нормально так набить урона. Вы все это сейчас увидите по ходу дела. Предметы, конечно, не самые лучшие. И, кстати, по поводу блинка. Я не рекомендую брать блинк. Кстати, посмотрите, просто раз заставил ставить тайт. Мало ли того, что у Тайда минимальная КД, там на 60% меньше. Вот так вот смотрите, оп, и еще разочек. И на самом деле этот стан очень сильно может повлиять. И вот просто смотрите, я просто бегаю и станю. Оп-оп-оп-оп. Очень крутая сборка. Комфортная, и реализовать ее под богами-полуорками прям максимально эффективно. Тут сейчас мобы. И у всех посмотрите, сколько хп осталось. Боже, ну... Шикарно. Реально шикарно. Я сейчас, по-моему, после этого раунда полностью солью свой инкам. И буду дальше разваливать. И сразу скажу ошибку одного человека, который играет на убийцах. Там у него очень лютая ошибка была. Вот, кстати, посмотрите, против меня бог-жрец. Я тут его просматривал еще. Думаю, такой, чего ты там такое собрал? По поводу, кстати, предмета вот этого третьего тира, который дает замедление на 50%. Ребят, он не слишком имбалансный. Взгляд АЗС имбалансный предмет, а вот броня такая. Сумбурная, я бы сказал бы. Просто смотрите, мобы из стана не выходят. Просто не вышли из стана, от слова совсем. Остался один чувак, маг, 9 штук. И мне бы в идеале против него БКБ. Вот в идеале бы БКБ. Опа, тайдик. Сюда. Цепочка очень важный предмет. И некромикон хотелось бы. Но я понимаю, что я играю вот эгиды. И цепочка это контроль. Поэтому я выбираю цепочку. Все-таки 30% маг урона, контроль на 4 секунды и еще 200 магического сверху. Тут я выкидываю этот вот предмет на минус. Армор вообще бесполезный, зачем он мне нужен, непонятно. И тут я еще, знаете, думал, подождите, ну БФ мне не нужен, давай я скипну какой-то предмет. Я его скипаю и беру что? Ну тут, конечно, у меня все отличные предметы упали. Рефрешер, башер и божественный отпечаток. Можно было бы что-то еще придумать с ним, так как он еще дает магическое сопротивление. Но тут я эти все предметы, скорее всего, скипну. Не помню, или рефрешер возьму, либо все скипну. Но на самом деле тут баш тоже очень классный предмет. Его можно было бы взять. Видите, насколько вот тяжелый выбор у меня был. На самом деле рефрешер очень хороший предмет, я бы лучше его в тайда закинул. Все-таки пару секунд это пару секунд, как-никак. Пару секунд контроля это шикарно. Но, видите, я закинул в тайда и чуть не совершил грубую ошибку. Тут я, скорее всего, сейчас полностью сролюсь. Одного чувака, кстати, вынес. Кто это был, я даже не помню. По-моему, жрец. А ну-ка, давайте сейчас посмотрю, жрец это или не жрец. Бабка, кстати, пришла, но я думал тайт, либо бабка. На самом деле, тайт не очень. Ой, наоборот, бабка не очень в этом билде. Тайт шикарен. Я такой, опа, эгида. Опа, бабка еще одна. Но я такой, нет, эгида. Давай, еще одна эгида. Ну найдись, Омник. Опа, яйцо, боже, вот это кайф. Просто я такой, да иди ты, бабка, гуляй лесом. Все, давай, до свидания. Кстати, заметьте один момент. 32 раунд, у меня ничья в единицу стоит. Ну, уже в двойку, ладно. В двойку. Какой же это абсурд. Ну, реально, это лютый абсурд. И тут я, по-моему, если не ошибаюсь, я сейчас некоторые предметы пересоберу. Вот, допустим. Вот, да, пересобираю. На самом деле, лучше всего, было свапнуть, как по мне. И мне БКБ просто падает. А так как я знаю, что там есть маг, а мне нужно пожить, плюс БКБ бустит очень сильно эгиду, то... И, кстати, видите, какую расстановку делаю? Всех назад, потому что я хочу плавный стан. Вот видите? А БКБ почему бустит? Потому что он дает ХП.
А так как оно дает хп, это означает что? Правильно, усиление урона, потому что эгида от своего здоровья берет 10% и от всех вражеских, которых заденет. И просто такой чух, до свидания, -1. Еще волшебное зеркало упало. Та песня. Так, я сейчас, по-моему, должен прочекать, кто против меня. Да, все, нету против меня жреца, поэтому я спокойно, как бы без угрызения совести, сейчас скипну медальон. Тут Тайт вот пришел. Тут темпларка. Темпларка, кстати, огромная. Ну, да пора скипать. Давай, скипай уже предметы. Ты. Я думаю, блин, а что скипать? А скипать-то нечего. Поэтому ничего особо не скипаю. И единственное, что, я не помню, рефрешер я все-таки кому-то отдам. Мана плюс 40. Почему нет? Вот в этого чувака, который стягивает, вот этот, вот, да, стяжечка топовая. Это очень шикарный предмет на стяжечку. Вот смотрите, минус этого убийцы в том. У меня цепочка, и смотрите внимательно, куда цепочка сейчас закастится. Не в темпларку она закастилась, а закастилась в ту кучу. Ту кучу я просто смел за секунду. А из-за того, что там одна темпларка, то она как бы вообще проблем не даст. И посмотрите, сколько она будет в контроле сейчас. Чпуньк, раз контроль, два контроль. Тайт еще накинул, этот подхилил. Там еще просто не выпустил ни на секунду. Вообще. Билд очень красивый, рекомендую, ребят. Просто попробуйте хоть раз на нем поиграть и добавить свою вариативность сюда. Вот. На самом деле лучше рефрешер в Тайда, как по мне. Все-таки контроль есть контроль. Хотя и две мишки тоже неплохо. Вот. Как-то так все выглядит. Напишите свое мнение в комментариях, что думаете вы по этому билду. Но, как по мне очень понравился этот билд. Он необычный, прикольный, но не против всего, ребят. Не против всех билдов на нем можно играть. Многие билды вас просто перевернут на одно место, грубо говоря. А так, я думаю, отлично разобрал билд. Отлично прокомментировал реплей. Но, кстати, тоже, ребят, я уже задавал свой вопрос, поэтому еще раз говорю. Как вам комментирование реплеев? Напишите в комментариях, что думаете вы. Может, что-то добавить стоит, либо что-то еще. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий для продвижения. А не забудьте еще, телеграм-канал есть. В комментарии закреплен и в описании тоже есть. Всем спасибо и всем удачи.